Солнечная, осенняя, безумно мягкая тыквенная выпечка. Как приготовить тыквенное пюре, мы уже знаем. Если нет, ссылочка в описании. И сегодня готовим ароматный, очень вкусный отрывной пирог с корицей. Готовится легко, просто, а в результате супер нежный и пикантный хлеб, который можно даже не нарезать, а отрывать, что еще больше нравится. Здравствуйте! Это канал Oxyal International Cooking. Подпишитесь, нажимайте на колокольчик для уведомления о новых роликах и, конечно же, оставляйте комментарии. Давайте готовить! В чашу для замеса теста помещаем теплое молоко, сахар, соль и дрожжи. Немного перемешиваем. Добавляем тыквенное пюре. У меня сегодня размороженное. Консистенция приблизительно как на видео. Нужно, чтобы пюре не было слишком жидким. Обратите на это внимание, особенно если вы готовите пюре методом варки тыквы. Если жидкое, откиньте на сито на пару минут. Всыпаем муку и замешиваем однородное тесто. Лучше добавлять муку в 2 приема, так можно ориентироваться на его консистенцию, в случае чего добавить или убавить. Когда тесто однородное и слегка липковатое, добавляем мягкое сливочное масло и вмешиваем его в тесто. Весь процесс замеса составляет где-то 10-12 минут. В результате мы должны получить тесто слегка липкое, но при похлопывании лопаткой или ложкой оно должно отлипать и не тянуться за ложкой. Перекладываем в глубокую миску, чуть смазанную растительным маслом. Накрываем и оставляем на расстойку до увеличения в 2-2,5 раза. Это занимает около часа. Тесто хорошо выросло, стало очень воздушным. Припыляем рабочую поверхность мукой 1 столовой ложкой и выкладываем тесто. Слегка обминаем и формируем колобок. Оставляем на 5 минут отдохнуть. Если на кухне ветрено, можно прикрыть тесто. Подготовим форму для выпечки. Слегка смажем сливочным маслом. Это поможет пирогу не прилипнуть и иметь золотистую корочку. Форма готова, теперь приступаем к тесту. Раскатываем его в прямоугольник толщиной 5-6 мм со сторонами где-то 35-40 см. Или как получится, это не столь важно. Во время раскатки по необходимости припыляйте мукой, чтобы тесто не прилипло к рабочей поверхности. Смазываем пласт теста растопленным сливочным маслом. Присыпаем сахаром и корицей. Нужно разрезать на 4 полоски и сложить их друг на друга. Разрезаем теперь на кусочки по 5-6 см. Складываем вертикально друг к другу в форму для выпечки. Накрываем пленкой или пакетиком и оставляем на расстойку в форме на 30-40 минут. Тесто выросло. Теперь ставим выпекать на 25-30 минут в предварительно разогретую духовку до 180 градусов Цельсия. Режим верхний и нижний нагрев плюс конвекция. Смотрите по своей духовке. На готовность проверяйте деревянной лучиной. Я выпекала на среднем уровне, и самые выступающие точки в конце хорошо подпеклись. Чтобы такого не случилось, через 20-22 минуты можно прикрыть сверху фольгой, но мне так нравится. Достав из духовки, оставляем немного остыть в форме, а затем осторожно извлекаем и даем еще остыть на блюде. По желанию сверху можно припылить сахарной пудрой или полить глазурью.
Но мне кажется, что это тут лишнее, потому что сахар с корицей достаточно пропитал и придал медовую нотку. Пирог получился очень мягким, сочным и ароматным. Готовьте этот отрывной пирог к приходу гостей или когда хочется кого-то удивить красивой и полезной выпечкой. Количество сахара между слоями можно смело регулировать, но мне сочетание несладкого теста и сладенькой прослойки очень нравится. Я желаю вам всегда вкусной и ароматной выпечки, пусть все кулинарные эксперименты радуют результатом. Подпишитесь на канал и давайте готовить вместе. Приятного аппетита! До новых вкусных встреч на канале Окси Аль International Cooking. Пока-пока!